Мало кто знает, что животные, которые потерялись или были выброшены своими хозяевами, не превращаются в бродячих и не сбиваются в стаи. Даже у псов бойцовских пород, которые выросли дома, почти нет шансов выжить на улице, не говоря уже о кошках и комнатных собачках. Природа не создает животных уродливыми и агрессивными, причина недоверия и злости, следствие жестокого обращения или предательства. К счастью, любовь действительно может сотворить чудо и спасти даже, на первый взгляд, самого безнадежного. Луну нашли около 8 месяцев назад, и в ней было тяжело признать породистую сибирскую хаски, она была очень худой, а из-за чесотки на ней почти не осталось шерсти. Но благодаря любви и заботе нового владельца эта собака вновь стала пушистой и счастливой. У Джингла печальное прошлое, он участвовал в собачьих боях, в которых получил много серьезных ран, у него был сильный недобор веса, а еще пес был очень напуган. Питбуля заприметила и забрала себе пожилая пара. Прогулки успокаивали собаку, и поэтому ее выгуливали по 6 раз в день, что также положительно сказалось и на новой владелице Джингла. До появления пса Энн несколько раз в год попадала в больницу из-за проблем с сердцем, а теперь результаты ЭКГ просто отличные. Софи нашли в феврале, она неподвижно лежала в куче мусора, ее тело было покрыто шрамами, рваными ранами и клещами. После многочисленных лечебных ванн и курсов антибиотиков раны постепенно зажили. Софи любит людей и рада обняться с каждым, но до сих пор побаивается других собак. 2 года назад на тротуаре под проливным дождем Кэтрин Ван Бик заметила крошечный промокший комочек, в котором с первого взгляда даже не признала котенка. В течение нескольких следующих дней состояние котенка ухудшалось, но непрерывная забота Кэтрин на протяжении 6 недель помогла поставить его на лапки. Серый окрас шерстки был вызван лихорадкой, которая случается с котятами, рожденными от матери кошки, находившейся в сильном стрессе. Сейчас этому коту больше 2 лет, он очень активный и свободолюбивый, но вместе с тем невероятно ласковый и благодарный. Когда случайный прохожий увидел Келли, то он даже не смог понять, что это было за существо. Келли бежала по пустыне и полностью обгорела, каждый шаг для нее был очень болезненным. Никто не знает, как долго она была одна, но когда мужчина позвал ее, она сразу забежала к нему в машину. Он отвез собаку в ветеринарную клинику, где ее ждали сложные восстановительные процедуры, курс интенсивных антибиотиков и лечебные ванны. Все это причиняло собаке боль, но Келли мужественно терпела и давала себя лечить. Спустя месяц ее невозможно было узнать. В холодную январскую ночь мужчина, живущий в Эрлтоне, Нью-Йорк, открыл входную дверь и увидел неожиданного гостя. К его порогу пришла тощая, лысая и с серьезными ранами собака, которая дрожала от холода. Оказалось, что ее бросили на обочине дороги. У Пенни было тяжелое заболевание кожи, называемое демодикозом, его вызывают клещи, и если болезнь не лечить, это может привести к гибели животного. Всего за неделю состояние и внешний вид собаки изменились, она перестала расчесывать себя, и раны начали заживать. Пенни уже нашла новую любящую семью, а ее бывший владелец был арестован. К тому времени, как нашли Самуэля, люди решили, что уже слишком поздно, кот был очень худым, его глаза опухли от чесотки и у него было множество других заболеваний. 2 года Самуэль провел в маленькой переноске для кошек, поэтому не знал, как реагировать на новых людей. В домашних условиях кот постепенно прибавил в весе, к нему стало возвращаться зрение и он начал узнавать мир, он не умел играть, прогулка была для него чем-то особенным, он боялся собственной тени и отражения. Самуэль – пушистый и счастливый кот, который нашел своего хозяина и поборол страх перед мебелью. Геркулес жил на свалке, и больше всего ему хотелось найти свой дом. Поэтому всякий раз, когда пес видел машину с волонтерами, он становился передними лапами на окна автомобиля и смотрел на каждого человека в надежде, что его кто-нибудь заберет. Но с Геркулесом на свалке жили еще около 800 псов, и жизнь их была невероятно сложной, особенно зимой. В первую очередь помощь оказывали щенкам и старым собакам, которым тяжело выживать в таких условиях. А поскольку Геркулес не был ни щенком, ни старым псом и выглядел вполне здоровым, шансы на то, что его заберут, стремились к нулю. Но этот пес так хотел быть домашним, что сердце одной из девушек не выдержало, и она забрала Геркулеса к себе вместе с его лучшим другом. Еще год назад к этому коту никто не хотел подходить, он не мог открыть глаза из-за чесотки, сидел в клетке и плакал. Помогла ему Элейн Симанс, основатель фонда Leave No Puffs Behind, она взяла кота на руки, и он сразу положил ей голову на плечо. Сейчас Валентина нашел свою семью. Это очень храбрый кот, который не боится даже собак, любит сидеть на подоконнике и набрал немного лишнего веса. Фокса нашли на неработающей автозаправке в старом кресле. Спасти его помогла другая бездомная собака, Тесса, которая привлекла внимание людей и привела их к Фоксу.
Сперва людям показалось, что это просто худой пес, но все было гораздо хуже. На теле собаки было очень много клещей и гноящихся ран, зубы были поломаны. После того, как Фокс оказался в ветеринарной клинике, ему подарили плюшевого слона, и это была первая вещь, которую он полюбил. Потребовалось время, чтобы Фокс понял, что теперь у него всегда будут игрушки, одеяло и любящие его люди.